На днях в американских источниках ABC News мы увидели информацию о том, как будет проходить предстоящая инаугурация и как мы сможем все это торжество увидеть. В этом источнике много информации, но больше всего мы были настроены найти информацию, кто будет петь гимн Соединенных Штатов Америки 20 января 2021 года, и увидели, что музыкальная часть инаугурации будет представлена Леди Гагой и Дженнифер Лопес. Леди Гага когда-то с будущим президентом Америки Байденом проводили крупную кампанию против сексуального насилия, когда Байден был в те времена вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Пару дней тому назад мы провели живое общение с вами, дорогие зрители. Мы благодарим вас за участие в нем. Несмотря на раннее утро в Алматы и глубокое ночное время в Санкт-Петербурге, наши зрители из Канады, Соединенных Штатов Америки, Аргентины, России, Казахстана активно принимали участие в стриме, в живом общении, задавали нам вопросы, и мы отвечали на них. Мы хотели этот лайвстрим вести параллельно с первым днем открытия инаугурации, на котором выступал Димаш, но мы опоздали, потому что не сориентировались по времени. Зато мы познакомились с вами, дорогие друзья, и там мы решили, что мы обязательно сделаем еще один лайвстрим после просмотра всеми нами онлайн-концерта Димаша Кудайбергена, который еще можно посмотреть до 23 января. А также мы будем обсуждать музыкальную часть, представленную Димашем для первого дня инаугурации и в день инаугурации 17 и 20 января 2021 года. Хочу отметить, мы уже услышали 17 января песню «Самалтау» в исполнении Димаша, а 20 января организаторы благотворительного проекта Sister Cities International обещают нам специальную программу от Димаша. Мы ожидаем, что Димаш споет не одну, а несколько песен в этот день. Давайте теперь вернемся к лайвстриму, который мы проводили со своим другом на 2 языках. Мой друг американец, и он только входит в число людей, которые только-только знакомятся с творчеством Димаша. Его поражает в первую очередь голос Димаша. И в этом я вижу большое преимущество наших лайвстримов. Во-первых, мы можем узнать мнение американца о первых впечатлениях музыкальных номеров Димаша, представленных на инаугурации президента Джо Байдена. А во-вторых, мы можем узнать первые впечатления человека, который только знакомится с творчеством Димаша. В этом я вижу 2 больших плюса. Вы знаете, что мы периодически выставляем видеореакции на песни Димаша американцами на нашем канале. Приглашаю вас активнее присоединяться к нашим лайвстримам, а в следующем лайвстриме мы вас предупредим заранее. Сейчас давайте вернемся к лайвстриму. Мы все еще под большим впечатлением от него. Ведь живое непосредственное общение никогда не заменит опосредованное общение, когда ты можешь что-то переспросить или уточнить. Вспоминаются 2 вопроса, дающие глубокое понимание творчества Димаша на лайвстриме. Первый. Почему Димаш выбрал песню «Самалтау» для музыкального представления на первом дне инаугурации? Наш ответ таков. Песня о трагедии, случившейся с казахским народом во время Первой мировой войны. Русский царь издает указ о призыве в армию казахов в возрасте 19-39 лет. Местность, откуда были призывники, называлась Самалтау, Северо-Казахстанская область. Имя автора не сохранилось. Слова такие. «Идем уставшие, очень уставшие, 15 дней, почти дошли до Томска. Позади остался Самалтау, где я вырос. Впереди неведома солдатская жизнь. Дома остались пожилые родители. Как же они будут жить без меня?» Высчитан примерный возраст автора песен из контекста самой песни. Это 28 лет. Почему Димаш выбрал именно эту песню? Димаш не просто ее поет, а он показывает все свои эмоции, все свои мысли в этой песне. Как он ее исполняет, это просто ярко, незабываемо. Это как плач во времени, в котором жил и был участником всех трагических событий того периода этот солдат. В начале в музыкальной части песни «Самалтау» звучит плачуще, трагично «Кобыс», как бы призывает нас обратить внимание на то время и сделать параллели с нашим временем, в котором мы живем. Затем присоединяется голос Димаша. Димаш – это не просто певец. Димаш – это посол мира. Здесь как бы мы слышим порыв его души изменить мир к лучшему. И это касается не только ситуации внешнего для страны Димаша мира, но и внутреннего. Димаш, как солдат в этой песне, идет вперед. Ведь артисты – это своего рода тоже солдаты, которые служат своему народу. Димаш идет вперед, но он отнюдь не личность, идущая вперед, не осознавая, в каком направлении он идет. Димаш понимает, что он тот, кто идет в авангарде общества, и на него смотрят уже не только как на артиста, а как на личность, несущую в себе справедливость, добро, понимание всего происходящего. И в этом плане созвучие исполнения песни Димашем и Кобыза – это своего рода разочарование миром, в котором мы живем, и призыв к изменению мира к лучшему. Напомню вам, что Кобыз у казахов
по характеру и его звучанию является пессимистическим инструментом. Его создал Коркыт-Ата, великий сказитель степей. Если вы послушаете произведение Коркыт-Ата, вы еще раз убедитесь, что через этот инструмент Коркыт-Ата хотел передать мучительные чувства и мысли одиноких терзаний странника Коркыт-Ата. По некоторым источникам Коркыт-Ата жил в 8-9 веках. Он был философом, композитором, акыном, покровителем баксы, знахарей и шаманов, создателем легендарного инструмента и основателем музыкального искусства на Кубызе. Коркыт-Ата – это легенда, музыка которого по сей день имеет свою актуальность. Теперь по поводу того, можно ли назвать риском то, что Димаш исполняет песню «Самалтал» на такой мировой площадке, как инаугурация президента Соединенных Штатов Америки на казахском языке. В какой-то мере можно назвать Димаша рискованным человеком. Риск в хорошем смысле этого слова. Риск присущ людям, первооткрывателям, пионерам, инноваторам. И в этом плане Димаш демонстрирует нам не только свои профессиональные качества, а прежде всего личностные. Только сильные духом люди могут пойти против стандартов, правил, вопреки сложившимся традициям. Как, например, вспоминается случай в Беларуси на Славянском базаре, когда Димаш вышел на выступление с песней «Дайди Дау», вопреки уговорам организаторов концерта, спеть песню на русском или на английском языках. И здесь не только новаторство, а здесь мы видим большой патриотизм, большую любовь Димаша к своей родине. И наш американский друг на лайвстриме, как бы подтверждение моих слов, говорил, что Димаш очень знаменит в Казахстане, и человек, набирающий большую популярность во всем мире, поет песню на своем родном языке. И этим самым он еще больше начинает интересовать американского зрителя к своей личности и его стране. Димаш, ты молодец. Мы тебя в этом все поддерживаем. У тебя сильный дух и сильный характер. И тот, кто силен духом, идет к своей цели, не останавливаясь, переступая преграды. Вперед, Димаш! На этом мы заканчиваем наше видео. Друзья, подписывайтесь, смотрите наш лайвстрим на нашем канале. Мы уже его разместили. Мы предлагаем вам продукцию фан-клуба Димаша Кудайбергена в Сан-Франциско. Это футболки, толстовки, кружки, сумочки. Присоединяйтесь к нашему фан-клубу и носи яркие изделия с изображением Димаша. Друзья, на этом все. До свидания. До новых встреч. Music sensation Dimash. Stay with us until the very end of our program because we will be making a very special announcement from Dimash. Бейбітшілік болсын, тыныштық болсын.